Если переводить на русский язык, то это означает боль в спине, непонятно из-за чего. На самом-то деле вы дышали и до этого. Человек, как и кольчатый червь, поделен на определенные сегменты. Было ощущение, что, в принципе, каждое слово отдельно ты понимаешь, но когда он говорит абзац, текста абсолютно ничего не понятно. Ломка у героиновых наркоманов. Когда ко мне приходят пациенты и говорят: доктор, у меня все заболело. Я первое, что спрашиваю: нос болит? Боли как таковой нет. Всем привет, с вами доктор Демченко, и у нас очередная лекция из самоизоляции. Сегодня мы рассмотрим боли в спине, их многообразие, причины и основные подходы к лечению спины. Боль в спине, как и кардиологические проблемы, являются основными причинами обращения к врачу. Но если у вас болит сердце, то какой врач его лечит? Правильно, кардиолог. И если возьмете двух кардиологов, то вы не найдете много отличий в том, как они представляют себе терапию сердечно-сосудистой системы. Но когда мы говорим про боль в спине, картина абсолютно меняется. Вы можете удивиться, какое количество специалистов работает с позвоночником и с болями в спине. Это и массажисты, и мануальные терапевты, и остеопаты, и хиропракторы, и психологи, и телесно-ориентированные психологи, и неврологи, и вертебрологи, и хирурги, и ортопеды, даже йоги и йога-терапевты, врачи ЛФК. И можно перечислять до бесконечности те профессии, которые работают с болью в спине. Вы даже можете удивиться, но большое количество болей в спине поддается психологическому или психиатрическому лечению. Причем, если вы возьмете два специалиста даже из одного направления работы, вы никогда не найдете одного мнения. Даже два невролога или два мануальных терапевта будут говорить абсолютно разные вещи, давать абсолютно разное лечение, и оно будет помогать. Почему же это происходит? В первую очередь, потому что боль в спине – это синдром, и причина обращения к врачу именно факт боли, а не грыжи, протрузии или остеохондроза. Давайте посмотрим на этот слайд. Он освещает исследования о находках на МРТ у бессимптомных пациентов в разных возрастных группах. Давайте посмотрим. Дегенерация диска, то есть старение межпозвонкового диска. В 20 лет у 37% людей уже есть признаки старения межпозвонковых дисков. Если мы же возьмем людей в возрасте 50 лет, у 80%. И еще раз говорю, это бессимптомные течения дегенерации. Если мы возьмем грыжу межпозвонкового диска, серьезную, казалось бы, патологию, мы увидим, что в возрасте 50 лет у вас есть уже 60% возможности иметь грыжу в позвоночнике, но при этом не испытывать никаких симптомов. Более того, если мы возьмем такую патологию, как остеохондроз, вот здесь она представлена различными позициями, но возьмем, например, дегенерацию фасцитарного сустава, что очень часто бывает, то в 50-60 лет у вас тоже уже есть 50% шанса иметь данную патологию и не чувствовать никаких болевых симптомов. Что я хочу этим сказать? Что кариес, седые волосы, остеохондроз и грыжа диска – это в принципе нормальные проявления старения человека. И не обязательно, что они должны давать какие-то болевые симптомы. А основное, на что жалуются пациенты, это именно боль. Боль сама по себе очень интересный феномен, и мы об этом поговорим, потому что на самом деле боли как таковой нет. Есть именно ощущение боли, которое возникает в нашем сознании как неприятное ощущение различной интенсивности. И вот такое разнообразие людей, и подходов, которые лечат боль в спине, в первую очередь обусловлено тем, что в большей части случаев довольно-таки затруднительно определить источник боли и точно сказать, один ли он или их несколько, и откуда все это дело берется. То есть в основном это будут в большинстве случаев предположения. Если мы посмотрим на классификацию боли по причинам, вы можете увидеть вот такие проценты. Поражение корешком, то есть то, что мы точно знаем, да, поражение корешков спинного мозга, радикулопатия, поясничный стеноз, это 7% из обращений.
Специфические боли, то есть это те боли, которые связаны с какой-то другой патологией, не обязательно ортопедического характера, например, туберкулез, опухоли или переломы, это тоже всего 8%. И неспецифические боли 85%. Это означает, что это боли, в которых точно затрудняются сказать в точной причины боли. Сюда входят и миофасциальные боли, и мышечно-тонические болевые синдромы, и артропатии, то есть патологии суставов. И причем, когда есть такая неспецифическая боль, в основном диагноз ставится по МРТ. А МРТ или рентген очень редко хорошо коррелирует с реальной клинической картиной. Вот мы только что с вами видели на предыдущем слайде, как часто бессимптомные пациенты имеют такие выраженные изменения на МРТ и рентгене. Если же мы говорим о классификации, которая принята официальной медициной у нас в стране, ну на самом деле в мире, но у нас в стране есть такое понятие, как МКБ, это классификатор различных состояний, мы можем посмотреть, с какими диагнозами у нас вообще в принципе лечат людей с болью в спине. Посмотрим на эти коды. Когда я работал в государственной больнице, мы очень часто работали с пациентами под кодом, например, 54.9, дорсалгия неуточненная. Если переводить на русский язык, то это означает боль в спине непонятно из-за чего. Это будет прямой перевод. Или, например, М54.5, боль внизу поясницы, напряжение внизу поясницы, люмбага. Люмбага — это прямой перевод, тоже боль в пояснице. Или мой любимый диагноз — это 54.8, другая дорсалгия, то есть это что-то сзади вообще другое. То есть это официальный диагноз, с которым вы будете получать официальное лечение, лежать в больнице, знаете, да, который будет у вас в карте. И естественно, что такая диагностика, она мало отражает истинную причину проблемы и мало может влиять на базовые причины. Имея такой диагноз, мы можем проводить только симптоматическое лечение. То есть если у нас есть диагноз люмбага, да, то есть боль в пояснице, у нас есть лечение МММ называлось. Мидокалм, Мавалис, Мильгамма. Мидокалм — это миорелаксант, Мавалис — это противовоспалительный препарат, и Мильгамма — это комплекс витаминов, чтобы подкормить нервную систему. Вот такая довольно грустная ситуация по официальным диагнозам боли в спине. Однако сейчас есть другие системы классификации, которые стараются выходить на проблему более четко и именно на причину этих проблем. Первую классификацию, которую мы с вами рассмотрим, это классификация именно боли по ее типу. Боли можно разобрать на ноцицептивные. Ноцицептивная — это, скажем так, нормальная, обычная боль, которая возникает при повреждении тканей. То есть порезались, у вас возникло повреждение тканей, после повреждения тканей возникла стимуляция болевых рецепторов, и вся эта информация пошла в голову, вы ее осознали. Это ноцицептивная боль. Есть нейропатическая боль. Нейропатическая боль — это уже не совсем нормальная боль в этом понимании. Почему? Потому что она не отражает повреждения тканей периферических, а она отражает повреждение непосредственно нерва. То есть компрессионная радикулопатия — это компрессия корешка в пояснице. Поясничный стеноз — это когда весь позвоночный канал сужается и поддавливает спинной мозг. Послеоперационная люмбоишиалгия — это тоже ситуация, когда после операции возникают спайки, которые могут поддавливать на нерв. Или, например, это может быть непосредственно воспаление самого нерва. То есть когда нервная система получает болевые импульсы не из поврежденных тканей, а из непосредственно поврежденного нерва. Также у нас есть так называемая психогенная боль. То есть та боль, которая тоже не связана с реальным изменением в тканях, но ощущается как вполне себе обычной болью. Например, фибромиалгия, соматоформные болевые расстройства, депрессии, ипохондрии и так далее. Сейчас мы немножечко рассмотрим механику боли и каким образом это происходит. Я постараюсь это рассказать как можно более просто, потому что на самом деле теория боли, она очень большая и сложная.
И когда-то я слушал лекцию одного из наших коллег, именно биохимика, и было ощущение, что, в принципе, каждое слово отдельно ты понимаешь, но когда он говорит абзац, текста абсолютно ничего не понятно, потому что там исключительно одни химические вещества и термины. То есть вообще это очень сложный процесс, но я постараюсь его объяснить попроще. И объяснить также, почему работают разные подходы и на каком уровне появления боли эти подходы подключаются и работают. И давайте рассмотрим схему того, как мы ощущаем боль. Если это обычная нормальная ноцицептивная боль, то все начинается с повреждения тканей каким-либо агентом, например, сильным давлением или химическим раздражением или температурой. После чего активируются рецепторы в тканях, химический или физический стимул переходит в электрический, и электричество, как по проводам, идет по нерву. Далее эта информация идет в спинной мозг, в задний рог спинного мозга. И на этом уровне происходит уже первичная обработка. Дело в том, что если бы мы каждый раз, когда дотрагивались до чего-то очень горячего, сначала бы осознавали то, что да, мне больно, там что-то горячее, то мы бы уже сожгли себе все руки в течение истории, бы не выжили как вид. Поэтому первая защитная ответная реакция происходит прям сразу на уровне спинного мозга. Такие древние рефлексы — это включение сгибателей, то есть отдернуть, как-то закрыться. Эта реакция происходит еще задолго до того, как информация поднялась в голову и как-то там осозналась. Далее, после того, как происходит такая первичная обработка, сигналы переходят на другую сторону спинного мозга. Далее поднимается в ствол головного мозга. Это такие подкорковые структуры, древний мозг, который у нас в основном отвечает за всевозможные жизненные функции, эмоции, то есть не высшую нервную деятельность. И дальше уже идет в кору головного мозга. И интересно, что потенциальных стимулов, которые могут нами ощущаться как боль, в день может быть более 100 эпизодов. Но никогда мы не будем ощущать все эти 100 эпизодов. Дело в том, что часть этих стимулов отфильтровывается и не доходит до коры головного мозга, не осознается нами как боль. Каким образом происходит вот эта регуляция? Дело в том, что у нас есть целая огромная тормозящая система, которая как раз-таки следит за тем, чтобы не отвлекать нас не сильной болью. Дело в том, что боль — это фактически сигнализация, которая говорит тебе о том, что нужно менять свое поведение, о том, что нужно лечиться, о том, что нужно избегать каких-то ситуаций. И если эта сигнализация будет 100 раз в день работать, то у вас просто ни на что другое не останется времени. Особенно важно, что когда у нас есть болевое ощущение, то в целом боль оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему, особенно на кору больших полушарий. И мы фактически немного переключаемся, то есть высшая нервная деятельность немного затормаживается, и мы больше переключаемся на эмоциональную и подкорковую деятельность. То есть нас переключает на немедленное реагирование. Если нас на 100 раз в день будет переключать на немедленное реагирование, то нам просто некогда будет заниматься нашими основными делами. Поэтому тело решает, что дойдет до коры, а что не дойдет. И вот здесь есть несколько основных механизмов. И первый механизм — это выработка нашим телом собственных внутренних обезболивающих. Те обезболивающие, которые делают фармкомпании, они все стремятся быть похожими на те вещества, которые мы выделяем сами для себя. И условно их можно разделить на вещества, которые работают в очаге, то есть не дают проходить импульсом в голову, и на вещества, которые блокируют обработку этих импульсов уже в голове. Второй механизм — это влияние на ощущение боли с психологической стороны, то есть как уже кора будет влиять на ощущение боли. И здесь работают следующие механизмы. Было проведено уже огромное количество исследований и выявили следующие моменты. Первое, что на вас сильно влияет, это установка на боль. То есть если вы считаете, что эта боль опасная, то она будет переживаться намного тяжелее, чем та боль,
которая идет в облегчение. То есть вы знаете, что если вы сейчас перетерпите, то потом станет лучше. Так называемый good pain. Очень часто ее можно почувствовать, например, на тайском массаже, когда вам нажимают на мышцу. Вроде бы больно, но вы знаете, что сейчас мышцу прожмут, и она расслабится, и вам станет хорошо. И такой вид боли переносится намного проще. Следующий механизм — это привлечение внимания к какому-то конкретному болевому импульсу. Как я говорил, есть очень много импульсов претендентов на боль, но очень мало что доходит до нас именно в виде боли. Но если мы начинаем концентрировать наше внимание, то мы как бы даем зеленый свет этим импульсам для того, чтобы они доходили до коры и хорошо интерпретировались. К примеру, прямо сейчас вы ощущаете, как, например, ваша рубашка прилегает к телу. Вы можете это ощутить и прям почувствовать, как она трет по коже. Но до того, как я об этом сказал, вы этого не ощущали. Почему? Потому что ощущение трения рубашки не сильно важный стимул, и на уровне подкорковых структур эта информация блокировалась и не давала проходить ей на уровень сознания, не мешать вам слушать мою лекцию. Или, к примеру, вот сейчас вы можете сосредоточиться и почувствовать ваше дыхание. Да, и такое будет ощущение, что вы его вот прям вот сейчас почувствовали. На самом-то деле вы дышали и до этого, но также эти импульсы блокируются, чтобы вам просто не мешать. И управление вниманием дает многократное усиление тех импульсов, к которым мы присматриваемся. Поэтому, когда пациенту, например, делают МРТ колена, а там, например, разорванный мениск, или, например, делают МРТ спины, и там грыжа, пациент срочно начинает ее чувствовать. Почему? Потому что поток внимания к этой зоне увеличивается, и все мельчайшие ощущения начинают усиливаться и интерпретироваться в голове как болевые. Еще один механизм находится на стыке между психологией и теми обезболивающими, которые мы вырабатываем сами для себя. К примеру, сильный стресс может погрузить вас в депрессию, и в свою очередь депрессия будет угнетать выработку эндорфинов, да, то есть веществ, которые ответственны и за хорошее настроение, и за обезболивание, и будет понижаться так называемый болевой порог. То есть вот как раз таки порог прохода вот этих импульсов, которые подпороговые, которые не ощущаются как боль, в болевые, это называется болевой порог. И вот если у вас плохое настроение долго, если у вас выраженная депрессия, то этот болевой порог начинает опускаться, и мы начинаем чувствовать намного больше болей. Как пример, когда ко мне приходят пациенты и говорят: доктор, у меня все заболело, у меня шея болит, у меня колено болит, у меня поясницу ломит. Вот, знаете, сразу заболело все. То первая мысль, которая мне приходит в голову, это не подход, вот как мы говорили с вами, механический, то есть поиск механических проблем, которые могут вызывать данные боли. В первую очередь нужно проанализировать, а не снизился ли у человека болевой порог. Потому что очень часто это происходит именно когда снижается болевой порог. То есть если у вас несколько пунктов программы сразу же повылезали, все старые болячки обострились, это может быть связано именно с такой ситуацией. Причем есть интересный момент. Когда у человека выраженный стресс, выделяется норадреналин. И норадреналин тоже является обезболивающим. Почему? Потому что в опасных ситуациях нашему телу не до боли. То есть нам нужно действовать, а не испытывать боль, да, срочно. Но на фоне вот этого сильного стресса у нас приходит депрессия, которая снижает уровень эндорфинов. И что происходит? Человек на фоне стресса не чувствует боль. Почему? Потому что его обезболивает адреналин. Но настоящие, хорошие, обезболивающие эндорфины постепенно снижаются из-за депрессии. И когда стрессовая ситуация отпускает, норадреналин, адреналин возвращаются к норме, а эндорфины не повысились, вот именно в этот момент начинает развиваться такой вот глобальный болевой синдром. Супер частая ситуация. Например, человек говорит: у меня были проблемы с папой, с мамой, с родственником, или большие проблемы на работе. Вот пока были эти проблемы, я не спал, не ел, но у меня ничего нигде не болело. Как только ситуация разрешилась, через пару дней человек начал разваливаться. Почему? Потому что норадреналин снизился, а эндорфин не
повысился. И вот в таких ситуациях нам нужно не механическое лечение, а нам нужно в первую очередь нормализовать количество эндорфинов. А потом уже переходить к какой-то мануальной терапии, массажу или каким-то обезболивающим другого характера, если это вообще потребуется. Какой есть маленький простой тест для определения собственного болевого порога? Я очень часто пользуюсь им для определения болевого порога у подобного вида пациентов. Первое. Когда мы видим такую ситуацию, человек обычно несколько внутренне напряжен, он редко разговаривает медленно, размеренно, у него подняты плечи, то есть он показывает всем телом легкое напряжение. Это первое. Второе – это негативный настрой на ситуацию, на болезнь. То есть такие люди никогда не приходят и говорят: у меня там небольшая проблема в спине, доктор, она уже такая проходит, вот я пришел к вам за пару упражнений. Они всегда будут, скажем так, часто катастрофизируют ситуацию. То есть они говорят: все плохо. То есть вот, когда человек приходит и говорит: все плохо, все болит. Я первое, что спрашиваю: нос болит? Он говорит: нет. Я говорю: значит, вот видите, уже не все, давайте конкретизировать. Да? То есть люди начинают быть склонными к таким обобщениям, что все плохо, все идет в худшую сторону, все. Следующий момент – это переносимость сжатия кожной складки. Обычно это берется кожная складка вот на этом уровне и просто немного сжимается пальцами. Давление примерно 1,5-2 килограмма. Если пациент испытывает выраженную боль при небольшом давлении, это явно говорит о заниженном болевом пороге. Второе место, которое вы можете посмотреть, это мочка уха или надавить на грудину большим пальцем. Для того, чтобы оценить, насколько адекватно человек реагирует на данные механические стимулы, вы можете либо попробовать сначала это давление на других людях, либо можете попробовать его на себе, чтобы понять, какое по-настоящему ощущение вы должны испытывать при данном виде нагрузки. И когда вы даете небольшое давление, то есть человек должен испытывать как давление. Но если слишком снижена возможность затормозить импульсы, то человек будет чувствовать от этого боль. Был даже придуман специальный аппарат, так называемый альгометр. Очень простая вещь, все наверняка знают безмен. Это так называемый обратный безмен, то есть это весы, фактически, которые показывают килограммы, и вместо крючочка там штырек. И если вы этим штырьком надавливаете человеку на мышцу, вы можете увидеть, при каком количестве килограмм возникает болевое ощущение. И есть таблицы, на каком количестве килограмм должны возникать болевые ощущения. Плюс после лечения, например, препаратами или же техниками, которые улучшают выработку эндорфинов, вы можете повторно провести такое исследование и посмотреть, насколько больше килограмм вы можете надавить на человека перед тем, как он испытывает боль. Самым ярким примером демонстрации снижения болевого порога может являться ломка у героиновых наркоманов. Наверняка все слышали о том, что если героинщики перестают употреблять наркотики, у них возникают страшные боли, от которых они даже могут умереть от болевого шока. Откуда это берется? Все очень просто. Дело в том, что героин может стимулировать обезболивающие рецепторы в головном мозге. И когда мы очень много стимулируем какие-то рецепторы, то они перестают нормально работать. Это вот работает примерно как если вы съели много соленого и потом не чувствуете соленое. Но стоит вам какое-то время не покушать соль, и снова будете чувствовать соленое. Вот точно так же работает и система с головным мозгом. Человек употребляет много человек употребляет много вещества, которое стимулирует рецепторы обезболивания, для того, чтобы получать удовольствие, потому что помните, я говорил, что эти вещества отвечают и за ощущение удовольствия и радости, и за обезболивание. Далее, когда он перестает их получать, внутренние обезболивающие уже не могут так сильно повлиять на эти рецепторы, которые уже забились и не могут реагировать, что фактически человек перестает подавлять болевые импульсы. И то, что эти наркоманы чувствуют, это фактически как раз те самые 100 с лишним импульсов, которые потенциально могли бы быть болью, а у них они являются как раз-таки настоящей болью. Это вот фактически суть резкого снижения болевого порога. Теперь поговорим о механизмах, которыми можно повлиять на такую ситуацию. Первое – это тест-терапия. Это непосредственное влияние слабыми токами на головной мозг для усиления выработки эндорфинов. Это достаточно безопасный способ, и
Обычно достаточно 5-10 процедур для того, чтобы возобновить и запустить нормальный цикл подавления болевых импульсов. Обычно это используется у людей с депрессией или у наркоманов в плане восстановления возможности тела подавлять болевые импульсы. Другой способ – это влияние на сетчатку глаза, то есть это естественный способ выработки серотонина, когда мы смотрим на солнышко с закрытыми глазами, может с открытыми, но с закрытыми лучше, у нас происходит засвет сетчатки, и во время засвета сетчатки у нас синтезируется серотонин. Поэтому можно смотреть на солнышко с закрытыми глазами 10 минут в день, а можно использовать так называемую светотерапию. Это очень сейчас модное направление за границей, когда используется освещение с высокой интенсивностью от 9 до 15 тысяч люмен. У нас продаются такие лампочки в магазине, ее можно купить. И мы включаем такую лампу на расстоянии вытянутой руки и через закрытые глаза засвечиваем сетчатку в течение 10-15 минут 2 раза в день. Это будет тоже повышать выработку серотонина, но мы будем воздействовать не напрямую, а через рецепторы глаза. Обычно с этими методами также используется такой БАД, как 5-HTP. Это топливо для производства серотонина. Если мы засвечиваем сетчатку или используем ТЭС, то из 5-HTP синтезируется серотонин, внутреннее обезболивающее и препарат, улучшающий настроение. Либо если мы выключим свет и вокруг будет темно, то в отсутствии таких импульсов 5-HTP перейдет в мелатонин, гормон сна, и мы будем лучше спать. Тоже достаточно безопасный и хороший БАД, который можно использовать в таких ситуациях вместо шоколада и бананов. Следующей методикой, которая может также усилить этот механизм, является психотерапия, то есть выведение человека из депрессивного состояния через когнитивно-поведенческую или через телесно-ориентированную психотерапию, то есть те методы, которые позволяют усилить выработку эндорфинов за счет того, что кора перестает анализировать всю ситуацию, которая вокруг нас происходит, как резко негативную. Тоже очень неплохое дополнение к перед этим изложенным методикам. Как я уже говорил, на боль могут действовать наши убеждения и фокус внимания. При помощи фокуса внимания работает обезболивание гипнозом. Я думаю, что все слышали, что при наведении гипнотического транса можно добиваться разных физиологических феноменов. И один из феноменов – обезболивание. Когда-то, давным-давно, я еще, когда учился в институте, был старостой кружка по психиатрии, и мы все проходили курс лицензионный по медицинскому гипнозу. Скажу, что очень забавное мероприятие, действительно рабочая технология, и она никак не коррелирует с тем, что мы обычно предполагаем под гипноз, когда говорим о сценическом гипнозе. Медицинский гипноз — это в первую очередь манипуляция вниманием. И я сам проводил сеансы гипноза, в которых получалось обезболить руку настолько, что укол иголкой абсолютно не чувствовался. Во многих странах стоматологов обучают быстрым приемам гипноза для того, чтобы проводить лечение зубов у пациентов, которым нельзя местное обезболивание. То есть можно настолько переключить фокус внимания, что боль перестанет ощущаться совсем. Дочка Милтона Эриксона — это человек, который сделал большой вклад в гипноз, и есть такое даже понятие, как эриксоновский гипноз. Она принципиально приняла решение на полостной операции обходиться без наркоза и обезболиваний, и она просто ввела себя в глубокий гипнотический транс, ей провели операцию на брюшной полости, и она не чувствовала боли, то есть она была в сознании и под самонаведенным гипнозом. Другой способ — это гипнозоподобные трансовые состояния, которые мы можем увидеть, например, у племен, которые входят в определенное состояние перед тем, как делать достаточно болезненные ритуалы. Обычно достигается это состояние ритмичным пением или ритмичными движениями, которые тоже переводят фокус внимания в другой момент, изменяют частотную активность головного мозга, и человек тоже не чувствует боли при достаточно интенсивных повреждениях тканей, как протыкание всякими булавками или отрезание кусочков кожи. Фактически человек тоже не испытывает болевых ощущений. Другой механизм — это механизм убеждения.
И здесь ярким примером будет плацебо, да, то есть когда мы пьем таблетку и уверены, что этот препарат работает, он будет работать. То есть мы будем подавлять наши болевые импульсы из коры головного мозга при помощи убеждений. И когда мы видим, что есть врачи, которые лечат на расстоянии, которые делают боевые там заговоры против боли, есть там часть остеопатов, которые там практикуют космическую энергию, пропускание ее там через человека. Мы довольно часто видим, что, во-первых, это помогает пациентам, у которых повышенная тревожность, у которых высокий центральный вот этот компонент боли, да, не периферический, когда есть истинное повреждение, а вот есть эта вот центральная ситуация у людей, у которых проблемы с установками, и у людей, у которых сильно верят в данную методику или в данную таблетку. То есть фактически мы получаем именно срабатывание этих механизмов. Очень интересные клинические исследования проводились на эту тему. Если пациент с хронической болью верил в то, что именно операция избавит его от этой боли, его погружали в наркоз, делали разрез на коже, зашивали этот разрез, он выходил из наркоза, ему говорили, что операция прошла успешно, что все сделали отлично, и боль резко снижалась, и это было такое стабильное, хорошее улучшение. Но перед этим, конечно же, смотрели, насколько часть вот центрального компонента и периферического выражена. Потому что очень часто бывает, что у нас в зоне поражения ничего нет, а боль все равно ощущается. Поэтому у нас очень много разных методов может срабатывать именно на центральном уровне воздействия. Другой способ контроля боли, не центральный, скажем так, заход с другой стороны, с периферической, это воротный принцип контроля боли. И здесь мы тоже можем увидеть кучу методов, которые строятся именно на этом механизме. Что это за механизм? Дело в том, что человек, как игольчатый червь, поделен на определенные сегменты. И к каждому такому сегменту подходит чувствительный нерв. И этот чувствительный нерв собирает со всего сегмента всю информацию. Потерли ли вы кожу, надавили ли вы на себя, приложили что-то горячее или порезались, все эти импульсы из внутренних органов, из кожи, из мышц, со всего сегмента будут идти через один нерв. Но дело в том, что пропускная способность нерва, она ограничена. Это можно сравнить с соединением интернета. То есть, если мы, например, скачиваем один фильм, то он будет качаться быстро, без потерь, мы быстро его увидим, да, фильм про боль. Вот. Но если с этого же сегмента, да, неважно, с кожи этого сегмента, с внутреннего органа этого сегмента, или с мышцы, или с сосудов этого сегмента, приходит дополнительная информация, то эта информация начинает конкурировать с болевой информацией, и начинает, как мы говорим, лагать. То есть идет потеря пакетов, и мы фильм про боль уже будем скачивать с намного более маленькой скоростью. То есть можно работать на уровне проведения болевого импульса именно по нерву. Самый такой простой пример, который всем знаком: если, например, защемить палец, то что человек делает? Он начинает либо им махать вот так, либо он начинает его тереть, либо прижимать к себе. То есть что он начинает делать? Он начинает стимулировать с этой же зоны другие виды рецепторов, и за счет этой стимуляции увеличивать поток других импульсов, которые начинают конкурировать с болевыми. И, к примеру, возьмем боль в колене. Болит сустав, но мы берем греющую мазь, натираем кожу в этой зоне и получаем неплохое временное обезболивание. Почему? Потому что мы также застимулировали рецепторы. На этом же принципе работает огромное количество местных методик, которые могут работать с другими тканями в этой же зоне и при этом перекрывать болевые ощущения. На этом первая часть нашей лекции о боли в спине закончена. В следующем выпуске мы рассмотрим остальные механизмы боли, мы рассмотрим механическую часть боли в спине, основные симптомы и основные нарушения биомеханики и что с этим делать по различным системам терапии. Может быть, это займет еще одну лекцию, может быть, две, может быть, даже три. Это очень зависит от вашей реакции. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Это очень мотивирует меня делать контент. Всем пока!